Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы с вами будем расхламлять мою тумбочку с арт-материалами. Последний раз я это делала, наверное, года полтора-два назад. Тут у меня скетчбуки свалены, но у меня еще есть такая полка, где относительный порядок. Это вещи, которыми я пользуюсь, практически каждый день. Что ж, давайте начнем, и сначала нужно все это добро вытащить оттуда, протереть полочки и будем тогда обратно складывать. По мере этого процесса буду показывать вам что-нибудь интересное, может быть. Да, я иногда занимаюсь бисером, поэтому у меня здесь всякое, и масло, и всякая штука. Это, кстати, набор от подписчицы Дэниел Смит. Я им все еще пользуюсь. В своих некоторых работах добавляю какие-то интересные детальки. Очень много чайных свечей, потому что, когда мы были в Икее, я купила огромную пачку для того, чтобы плавить воск для открыток, для посткроссинга. И, собственно, вот тут они и валялись. Проблема всех вообще полочек, связанных с арт-материалами, в том, что я каждый раз стараюсь сложить их как можно удобнее, как мне кажется, но в процессе работы нужно что-то резко, быстро, и начинается вот такой вот хаос. Например, тут еще всякие вырезки для скраббукинга. Я один момент позанималась им, потом мне надоело. И, в общем, мне нужна была коробка, в которой лежали эти листочки. Я просто их, резко высыпала туда, потому что это нужно было прям срочно. Всякие пеналы, бумага для упаковки, подарков, какие-то старые кисти, которые уже не актуальны и не будут в работе, старый штатив. Кстати, надо подумать, может быть, старый штатив как-то можно приспособить для съемок на улице. Но это уже другой вопрос. Тут еще какие-то вкусняшки. Это плоскогубцы для того, чтобы открывать тюбики акварели. Я их, кстати, искала недавно. Если вы видели один из последних видосов, где я пыталась открыть целую кучу тюбиков. Тут, кстати, старая акварель, которую я тестировала на канале. Палитра для масла засохшая. И всякое добро. Сухая пастель, масляная пастель, которую я не рисую. Пыталась я полюбить сухую пастель, но это совсем не мой материал. Да, мне, кстати, нравится смотреть ролики, как другие люди рисуют этим материалом, но самой рисовать им я просто не могу. Что ж, я решила перенести свои старые скетчбуки в эту полку. Раньше они лежали под столом в такой коробке, и к ним очень неудобно было каждый раз обращаться. Я иногда пересматриваю там для каких-то разных целей. Также сюда сложила и новые скетчбуки, бисер, потому что я им редко пользуюсь. Положила там всякую пастель, дополнительную акварель, набор для того, чтобы писать пером. Тут у нас Милочка, Эколайн. Не то чтобы я им редко пользуюсь, но не так часто, чтобы в самую верхнюю полку класть. Это всякие пеналы, которые я периодически использую. Мини-акварель с Алиэкспресс. Упаковочная бумага, но основную часть я переложила в другое место. И тут алмазная мозаика и палитра. Позже я палитру засуну в пакетик, чтобы об нее ничего не пачкалось. Хотя, конечно, она уже засохла, но тем не менее. Маслом я какое-то время уже не пишу, больше использую акрил, поэтому масло я тоже спрятала вниз. Тут я пытаюсь разложить эти свечки, но потом я решаю, что их просто высыплю в пакет, а эта коробочка мне пригодится здесь, чтобы организовать как-то более удобно все это пространство. Тут вся моя акварелька. Недавно я выкинула старые кюветы, у меня остались только тубы. Если вы не видели это, значит, вы не подписаны на телеграм-канал. Подписывайтесь, там бывает интересно. Мои аквамаркеры эколайновские, текстовыделители, ластики, которых, оказывается, у меня не так уж и мало, а я искала. Это моя новая палитра мини, но об этом еще я в другом видео как-нибудь расскажу. Карандашики. Тут я пытаюсь найти, как это все разложить так, чтобы было удобно. Рефилы для автоматических карандашей, точилочки, какие-то циркуль, жвачечка канцелярская, чтобы приклеивать кюветы. Мой ежедневный скетчбук сейчас, которым я пользуюсь. Наконец-то мне удалось прийти к тому, чтобы пользоваться одним скетчбуком, практически акварелью я еще в другом там тоже иногда рисую, но не так часто. Не успели моргнуть, как все и закончилось. Правда, если не ускорять видео, то все это длилось намного дольше.
Спасибо за просмотр и до новых встреч!